Неяркое марсианское солнце клонилось к закату. Оно было неярким даже в полдень, потому что Марс расположен от Солнца в 1,5 раза дальше, чем Земля, и, соответственно, диск его казался в 1,5 раза меньше. Теперь же, вблизи горизонта, оно было не ярче обычной электрической лампочки. От камней тянулись по пустыне длинные тени, даже от очень невысоких. Наверное, если бы не длинная тень, Андрей никогда бы не обратил внимания на небольшой предмет, торчащий вдали из песка. Но когда взгляд его случайно упал на эту тень, Андрей вздрогнул. Это была тень человеческой руки. Андрей бросился бежать к руке, высовывающейся из песка. Рука была неподвижной и какой-то странной. В чем заключалась ее странность, Андрей понял, лишь подбежав к ней вплотную. Она была очень маленькой, такой маленькой, что не могла бы принадлежать даже младенцу. На эту руку была надета такая же миниатюрная, но очень аккуратно сшитая перчатка. Андрей потянул за эту руку и вытянул из песка куклу. Да, вне всякого сомнения, это была кукла, одетая в игрушечный скафандр. Андрей повертел куклу в руках. В высоту она была сантиметров 30, очень легкая. То, во что она была одета, имитировала скафандр совершенно неизвестной Андрею конструкции, хотя он мог угадать, где в ранце находится система жизнеобеспечения, явно игрушечная, и радиопередатчик, на вид настоящий, только очень маленький. На скафандре были закреплены солнечные батареи, тоже, кажется, настоящие. Андрей перевернул куклу к себе лицом, открыл забрало ее шлема и оторопел от изумления. Лицом кукла была вылитая Настена. Первое мгновение ему инстинктивно захотелось захлопнуть забрало. Он испугался, что Настена задохнется. Он с трудом подавил в себе этот импульс. Что за глупости? Настоящая Настена раза в 4 выше. Конечно же, это кукла. Но как сделано? Глаза блестели как живые, и кожа казалась совершенно настоящей. Луч заходящего солнца случайно скользнул по солнечной батарее, закрепленной на скафандре куклы, и Андрею вдруг показалось, что кукла как будто вздрогнула в его руке. Тогда он специально направил батареи на солнце. Кукла зашевелилась. Она несколько раз моргнула своими глазами с длинными ресницами, открыла свой маленький ротик, полный крохотных белоснежных зубов, и произнесла: «Закрой шлем, я задыхаюсь». От неожиданности Андрей выронил куклу из рук. Разумеется, она не могла задохнуться, как, впрочем, она и не могла ничего сказать в разреженном марсианском воздухе. Все было имитацией. Она лишь раскрывала рот в такт словам. Ее голос дошел до ушей Андрея не по воздуху, а через радиоприемник его скафандра, постоянно включенный и настроенный на ту волну, на которой он когда-то поймал голос Алены. Слова, заложенные в куклу, явно имели обучающую направленность, мол, открывать скафандр нельзя, можно задохнуться. Упав на песок, кукла быстро закрыла шлем своими руками, поднялась и встала на ноги. Последнее обстоятельство поразило Андрея. Он знал, что все попытки сконструировать андроидов разбивались об это препятствие. Их не удавалось научить держать равновесие на 2 ногах. Да, это была детская игрушка, но в нее были вложены технологии, которые не могли присниться земным производителям игрушек даже в самом сладком сне. Потрясенный увиденным, Андрей стоял молча. Кукла же начала ходить из стороны в сторону, приговаривая: «Где мой скутер? Ты не видела моего скутера?» У нее было московское произношение, и манерой говорить она очень напоминала Настену. Ноги у куклы сгибались в коленях, и походка была очень естественной. В ней не было ничего кукольного, ничего ходульного. Наконец она остановилась, ухватилась обеими руками за какой-то предмет, торчавший из песка, и произнесла: «Вот мой скутер». Она сделала несколько безуспешных попыток вытянуть эту штуку и, наконец, обернулась к Андрею со словами: «Ну помоги же мне». Андрей нагнулся и вытащил из песка какую-то странную игрушечную машину с крошечным рулем и сиденьем, как у мотоцикла, но без колес. Кукла тут же села за руль и сказала: «Ты меня потеряла, я на тебя обиделась, я уезжаю домой».
из хвостовой части скутера вырвалась мощная реактивная струя песка, и прежде чем Андрей успел сообразить, что происходит, скутер рванул с места и скрылся за ближайшим холмом. «Ну что ж», — сказал наконец Андрей, — «теперь я хоть знаю, в каком направлении надо идти».